Okay, what we're going to do this morning, we call it history taking. И мы называем это исследование истории. And so I want to know a little bit about the person. Я просто хочу немного узнать о человеке. And I would want to know how I could disciple them more effectively. Я бы хотел понять, как мне лучше помочь и как душепопечитель, как стать, чтобы они были учеником. So it's taking time to get to know a person. Потому что, чтобы узнать человека, требуется время. And so this is exactly what I would do if one of the church members were in my office. И это то, что бы я сделал, если бы один из членов церкви моей был бы в моем офисе. So I'll act just as though Sean has just now come into my office. Давайте представим, что вот Шон только что пришел ко мне в мой офис. Неверующий. Believer or unbeliever? Wouldn't matter. Не имеет значения. Because first of all we gather the information. Потому что вначале все, что мы сделаем, мы просто соберем информацию. And if the person's not a believer, если человек неверующий, or if they're a struggling Christian, или они являются христианином, который живет, борется, the answer is always the same. Ответ однозначный. Okay. Короче, я попался. So you got me. Okay. I'm glad that we could get together this morning. Я так рад, что мы можем встретиться сегодня утром. And I want to spend a little bit of time getting to know you. Я бы хотел немножко с тобой познакомиться. If we traded shoes for the day, И если мы могли бы выбрать сегодня, I don't think either one of us would be very comfortable. я думаю, что никто бы из нас не чувствовал себя достаточно удобно. Because we live in different shoes. Я говорю, если бы я пытался выбрать, залезть в чужие ботинки, я думаю, нам было бы трудно, потому что у нас у всех разная обувь. But in the same way, we've grown up in different families. Но в то же самое время мы все выросли в разных семьях. Different experiences. Мы имели свои собственные переживания, опыт. And those would affect you differently than they do me. И вот эти переживания, они повлияли на тебя определенным образом, они бы, может, не повлияли на меня также. So I don't want to make the mistake. Итак, я не хочу совершать ошибки, Of giving you answers that would help me. Чтобы давать тебе такие ответы, которые помогут мне. That really don't help you. И которые не помогут тебе. So I want to get to know you a little bit before we move on. И прежде чем мы продолжим, я бы хотел просто немножко с тобой познакомиться. I'm going to ask you about 7 questions. Я задам тебе 7 вопросов. There might be a few follow-up questions. Также могут еще быть несколько последующих вопросов. And none of them are frightening. Не бойся этих вопросов, они не должны тебя пугать. And none of them are embarrassing. Я думаю, они тебя не смутят. And if you don't want to answer a question, И если ты не желаешь отвечать на вопрос, you don't have to answer. тебе не обязательно отвечать на него. I don't have to have every question answered to know you. Мне не обязательно получить ответ на все вопросы, чтобы тебя понять, познать. Does that sound all right to you? Ну как, ты доволен тем, о чем мы говорим сейчас? Да, потому что я тоже так делаю. Это нужно, чтобы человек приблизить, чтобы он открылся. So you would need to do it so the person would be open up? Yeah. There's 3 types of people. Существует 3 вида людей. There's the person who lives in their mind. Человек, который живет своим умом. And we call them thinkers. И мы называем их мыслящие. And they're always thinking. Они все время постоянно думают. They can't go to sleep at night without reading. Они не могут лечь спать, пока они что-нибудь не почитают. And people drain their energy. И они просто пытаются выпустить всю свою энергию. And they have very high standards for themselves. И у них в себе очень высокие стандарты. And then there are people that are feelers. Затем есть тип людей, которые являются чувствующими. They live in their emotions. Они живут по эмоциям своим. And they cry when the leaves fall off the trees. Они плачут тогда, когда просто даже с деревьев падают листья. Because they're so sad to see the little leaves die. Они просто так опечалены, что бедные листики, они умирают. And they feel guilty. Они очень легко чувствуют вину. And they take blame. И берут на себя вину. And
And then we have driven people. А затем у нас есть люди, которые постоянно куда-то несутся. That they are doers. Они делатели. And they're always pushing. То есть они все время толкаются. And they need a challenge. Им нужен вызов. Or they feel trapped. Или же они чувствуют себя пойманными в ловушку. So if I'm under my car changing the oil. И, например, если я меняю масло как бы, под машиной своей, And the jacks break on the car. и если, например, домкрат вдруг сломается под машиной, And it falls on my legs. и прямо на ноги мне сваливается машина, The doer neighbor will come over. ко мне подойдет, если это сосед, который типа такой делающий товарищ, And he'll look at me. он взглянет на меня, And say, I'll get you right out. и говорит, я прямо сейчас тебя вытащу, подожди. And the next thing I hear is his chainsaw starting. И тут же я слышу, как включается бензопила. Well, I don't want out that fast. Я говорю, нет, так быстро не надо меня вытаскивать. My thinker neighbor will come. Подойдет, например, мой сосед мыслящий. Examine the situation. Он все, как бы, аккуратно все оценит ситуацию. And then go home and check his own jack. И потом пойдет домой и проверит свой собственный домкрат. But the feeler comes. Но приходит человек чувствующий. And they hate pain. И им, как бы, боль, им очень, больно смотреть на боль. And so they're looking at it. Они смотрят на это. And they leave. И уходят. And come back with a guitar. И возвращаются с гитарой. And they've written a very sad song. Они уже написали грустную песню about a man with no legs. о человеке, который живет без ног. And they sing it to me and they're weeping and weeping. И они поют мне песенку и плачут сами. Now everyone is a combination of those. И каждый человек, он как бы своего рода комбинация разных вот этих типов. Thinker, feeler, doer. Мыслящий, думающий, мыслящий, действующий и чувствующий. What would you be first, and then what would you be second? Как ты считаешь, кем ты являешься в первую очередь, а потом во вторую очередь? Каким человеком? Есть три типа. Вот, может быть, ты можешь являться, может быть, сразу двумя типами относиться. То есть, как будто ты себя относишь вначале, сильная, вот кто, а потом... Больше эмоциональный. I'm more feeler, чувствующий. And then second? А вторая, какой ты второй выбрал относительно себя, тип? Думающий или действующий? По-разному бывает. Делающий. I think doer. Уже все понял. You figured it out. Спроси, надо искренне отвечать. Should I be honest? Yes. Ну ладно, попробуй, да, быть. No. Sorry, I'm sorry. You can't be looking at that. Это лишь первый вопрос, да, я так понял, что будет до 7-го еще. Так, до утра. Give me 3 words that described your father at his worst when you were a child. How did you see him? Можешь ли ты описать своего отца как бы в тот самый тяжелый момент, когда ты его видел в своей жизни? Как понимать, тяжелый? Ну, какой-нибудь самый такой, наихудший момент в твоей жизни, в котором ты видел своего отца. Когда он был пьяным, надо было от милиции уходить, и я его толкал на гору. When he was drunk, Мы на горе жили, я его толкал наверх. when he was drunk and he was running from police and I was trying to push him on the hill to escape from police.
потому что не мог идти. because he could not walk himself. How did that make you feel? Как ты чувствовал себя в этот момент? Как я чувствовал? Просто чувствовал, что хочется его, ну, как бы спасти от милиции. What I felt that I wanted to save him from the police. Yeah. Wanted to save him. How else did he act? Как он еще себя вел? Ну, он как был нормальный, не скандалил. He was not like scandalous or anything like that. Так он тихий был, если и напился, он пошел спать. If he would get drunk, he would just, go to sleep. That's all. Did he spend much time with you? А он много времени проводил с тобой? Нет, он ничего не проводил. Вот в том проблема, что я учусь с сыном проводить время, потому что в этом у меня примера не было. So, he never spent time with me. Never. Вообще ничего не проводил. Never. Didn't spend time. Did he talk to you very much? Ну, он с тобой разговаривал вообще, общался? Да, бывало. Ну, Yeah. редко, очень редко, но бывало. He would talk to me, but rarely. Но если общались, то нормально было, но это было очень редко. If we would fellowship, it would be fine. It would be, good, but it was very rare. How would he describe you as a boy? Как он описывал тебя, как сына? Что он о тебе говорил? Но словами как бы не говорил так, но ко мне относился хорошо и гордился со мной. He would treat me, good. He would be, because he wouldn't speak to me much, but he says that he would feel proud about me. And did he stay in the house all while you grew up? Он все время был дома, когда ты рос. Нет, он редко его было дома, он работал начальником сторожа, там винограды охраняли и редко приходил там домой. Ну, в течение всего твоего, детства он был, дома был, имею в виду. Ну, да. So he was at home, but he was working a lot, so I would see him rarely. But he stayed at home. How about your mother? How would you describe her? Как бы ты описал свою маму? Хороший вопрос. Good question. Ну, вначале она была нормальная, а потом что-то. In the beginning she was alright, but then something happened to her. Ну, я до сих пор завидую тому, как мама относится к своим детям, если я вижу у друзей. If I see someone's mother, how she treats her children, I do envy, Yeah. How did your mother act at her worst? А вот в самом, в своем наихудшем состоянии, как себя мама могла повести? Плохо проклинала. She would curse and say something bad. What would you do when she did that? А что ты в этот момент делал, когда она это могла делать? Я мог. Было больно, мог кричать, It was painful, I would scream, ногами ведро пинать. kick the bucket. Did she ever call you names? Она когда-нибудь называла тебя какими-нибудь именами? Хорошими или плохими, не помню. Ну, вообще, как она тебя? Плохими? Называла плохими. Yes, she would call me. What kind of names? Каким, например, именем? Как там ее... сейчас. Незаконно рожденный, типа такого. Like a bastard, something like that.
How did that make you feel? Но как ты себя чувствовал, когда это говорила, она тебе говорила это? Было больно. It was painful. What would you do when she was calling you that? А что бы, как ты реагировал, когда она это делала? Заводился. I would, fire up, Yeah. be like turned on and angry. If you can think of the 5 worst hurts in your life, Если ты можешь подумать о 5 самых худших ранах в своей жизни. a hurt can be a big thing or a little thing. Рана может быть что-то большое, что-то малое. Someone I love dies is a big thing, Например, кто-то умирает, это для меня больно. but my friends at school abandoning me is also a big thing. Например, если меня друг мой оставляет в школе, перестает дружить со мной, это тоже может быть больно. It's the kind of thing that you still will think about some days. То есть это что-то, о чем ты еще время от времени можешь вспоминать и думать еще. And start from your earliest memory Если ты можешь начать с самой ранней своей памяти, until age 5 до 5 лет, and tell me one thing, и скажи одну вещь в этом возрасте, then from 5 to 12, потом с 5 до 12, one thing, одну вещь, and then from 12 to 18, one thing, с 12 до 18, что-то одно, then after that, 2 things. и после этого возраста что-нибудь какие-то 2 раны, больные. Ну, только где дома проводились со мной до 5 лет, я это помню. Ну, в детдоме очень плохо поводились. Like I would be treated really badly in the orphanage before 5 years old. And how did you end up in the orphanage? А как ты оказался там? Родители, ну, когда я родился, родители бросили. My parents, they turned me into the orphanage Why? when I was born. Почему? Не знаю. I don't know. Still, I don't know. Я не знаю их. I don't know them, my real parents. Oh, so you've been talking about the parents that adopted you. То есть ты говорил о родителях, которые тебя приняли, усыновили, да? How did you feel in the orphanage? А как тебе было время, как ты чувствовал себя там, в детдоме? Плохо, потому что хотел убежать. I felt very bad because I always wanted to escape. And what about something hurtful in the orphanage? Может, какое-то было переживание болезненное, там, пример какой-нибудь, он говорит. Что я болел? Ну, нет, болезненное переживание какое-нибудь в То, что детдоме. пережил, больно было. Какой-нибудь Ну, в случай. 13 лет, когда мне кричали дети моего возраста, это детдомист, это не твои родители, тогда я узнал правду, истину. At the age 13, he found out from the kids, they were screaming to him that you are from the orphanage. So that only then he found out that he was from orphanage. Oh, so you don't remember much of the orphanage. То есть ты не так много помнишь то, что в детдоме было. Да, ну помню, как там плохо поступали, это помню. А потом я думали, что со мной пришли родные родители. I remember that they were just treating me not really good, but then I just thought that my parents came back for me and took me. Я так думал. That's what I До thought 13 лет. before I was 13 years old. And then at 13, did you discover that you were taken out of the orphanage? То есть в 13 лет ты узнал, что ты был на самом деле, тебя забрали из детдома. Да. Yes. When you discovered that, how did it make you feel? То есть когда ты узнал об этом, эту новость, как ты себя чувствовал? Было больно. It was very painful. Yes, how did you feel? Как ты себя чувствовал? It was painful. Что никому не нужен. That nobody really needs me. Do you know in 1940, В 1940 году they discovered a chemical in your brain that makes you have anxiety and stress. то есть люди узнали о том, что существует такое специальное
как бы химическое вещество, которое производит человека, выводит его в стресс. And from then until today, И сегодня, с того самого дня до сих пор, they've been looking for a medication to dissolve the chemical. эти ученые, они пытаются найти лекарство, которое это химическое вещество сможет растворить его. Because if they could dissolve the chemical, people's stress would leave. Потому что если они могут как-то растворить это химическое вещество, они верят, что стресс человека может исчезнуть. But they've never found a drug that'll dissolve it. Но они до сих пор не нашли такого лекарства, чтобы это растворить, этот химикат. There's only one way that chemical comes out of your brain. Есть только лишь один способ, каким образом это химическое вещество выделяется в нашем мозгу. And that's in tears. Это в виде слез. If you take a tear, Если ты берешь слезу, it is completely full of that chemical. она полностью насыщена этим химическим веществом. And that's why it's very good for people to cry. Вот почему это очень хорошо для человека плакать. And it's not good when they don't. И это не очень хорошо, когда они этого не делают. Я боюсь сделать, потому что говорят, что я сильно эмоциональный. I'm afraid because people like tell me that I'm too emotional. Или слабый говорят. They tell me that I'm weak. I'm too weak. Well, that's a common lie. Это всемирно известная ложь. Я помню. And I've noticed this, the older people get in the Lord, Я верю, что чем старше человек становится в Господе, the easier they cry. тем им легче плакать. Because whenever they see something that's Christ-like Потому что если они видят что-то христоподобное, in a movie or in any action, например, в каком-нибудь фильме или в каком-нибудь действии, they'll cry. они будут плакать. David was one of the greatest warriors that ever lived. Давид был одним из самых величайших воинов, когда-либо живших, And he wept all the time. но плакал он постоянно. There's nothing wrong with that. That's not true. То есть в этом нет ничего плохого, это неправда то, что говорят. Я плачу, но в последнее время начал сдерживать, потому что сказали, что ты эмоциональный, ты слаб. I often cry, but lately I began to restrain my tears because people will say that this is my weakness, I'm too weak. We don't listen to people. Power comes in weakness. Не нужно слушать людей, потому что сила приходит в немощи. Я знаю. I know. But they don't. Но они не знают. Они не знают. Well, sometimes we have to teach them by our own example. Иногда просто нам приходится людей учить собственным примером. After age 13, any other hurts? После 13 лет, у тебя были какие-нибудь такие болезненные переживания еще? Случаи, когда было больно? Это то, что после этого у меня не стало друзей. After that, I didn't have any more friends. Потому что смотрели на меня как на детдомовство. Because they would look at me as someone from the orphanage. Yeah. How did that make you feel? И как ты себя чувствовал? Было очень больно. Я одинок. I felt very lonely. Okay, anything else? Что-то еще, может быть, произошло? Когда мне было 21 лет, When I was 21 years old, моей мамы, отношения не очень были. Я не находил выход, я просто начал пить сильно. И она говорила потом, чтобы освободиться от меня, такие вещи, что я из дома ворую, а я этого не делал. like my mom, she was going through some problems, and I began like drinking. My mom would accuse me of stealing things from home,
even though I wasn't doing that. И говорила такие вещи, что я ворую. She would say that I am a thief. Вызывали в милицию, They would call me to police station, to the court, но нигде не могли доказать. but they could not prove that. И что-то там во мне ёкнуло, которое до сих пор еще есть у меня, что если я захожу к соседям, у меня первые мысли, что подумают обо мне, что ну вот пришел вор. So when I would come to our neighbors, and even sometimes when I still do that, I would walk in the home, and my first thought would be how these people will think of me, because they probably think that here's the thief coming at home. Я не выдержал, потому что это было неправдой. Because it was false. Мне за это было очень больно, и я решил умереть. It was very painful, and I decided to take my life. Я сделал самоубийство, 2 раза выкинул себя нож. I put a knife in myself twice. When you lay in bed at night, Когда ты лежишь в постели дома, and things are at their worst, и когда у тебя проблемы, самые тяжелые проблемы в этот момент, that's when Satan comes to us to whisper. именно в этот момент дьявол приходит к нам что-то шептать. And he would whisper to me, I'm worthless, I'm a failure, I'm unacceptable. И он будет шептать мне что-то вроде следующего, что ты не принятый, ты абсолютно бесполезный, ты неудачник. It's fairly consistent what the enemy whispers. То есть то, что наш враг шепчет, практически постоянно практически в принципе одно и то же. What kind of things does he whisper to you? Какие вещи он шепчет тебе? Что ты не должен, ты отвергнут. That you are not needed, that you are rejected. How do you act at your very worst? Как ты поступаешь в самый тяжелый момент своей жизни? Самый тяжелый момент в этот я прихожу к Иисусу. I turn to Jesus. И я это говорю, And I speak about these things to him. что мне трудно, не понимаю, почему так поступают. I tell him I don't understand why I am treated this way. What would you do in the past before you were a Christian? А что бы ты сделал в прошлом, до того, как стал христианином, если бы чувствовал себя вот так плохо? Такой момент. I don't know. How would the people in the church describe you? Как люди в церкви, какое описание люди дали тебе в церкви? Или дают описание тебя? Одни говорят, что хорошие, Some people в say that, большинстве, but most people say that I am, а другие говорят, что я эмоционально сильно. they love me, most people, but some people say that I'm too emotional. But the people that love you, what do they say about you? Но люди, которые любят тебя, что они тебе говорят? Хорошие, именно что говорят. Тебе. Я для, я для них являюсь помощью. They tell me that they tell good things, and that they say that I help them. I'm helpful to them. Do they say other things? You're kind, you're... Они говорят тебе, что ты, например, добр. Говорят, Yes. Yeah. What other things? Что еще могут они тебе говорить? что люблю их. They tell him? Yeah. А что они тебе говорят? Какие еще вещи о тебе? А обо мне, что я много им помогаю. That I help them a lot. Mm-hmm. Что
что-то еще? Что могу к ним нагнуться. That I can really identify with them. Yeah. All right. Now, Итак, I'm going to ask you to sit down, and I'm going to tell you the information that I have here. я попрошу тебя сейчас сесть, и я расскажу что-то, что я понял от тебя. And then we're going to look at the solution to the problem. Сейчас мы посмотрим на решение проблемы. How many of you had brothers and sisters? У кого из вас были братья и сестры? And they were all different. И они все были другими, они отличались. And God makes every person different. Итак, Бог создает каждого, Он создает по-разному всех. And according to how He's made you, И соответственно тому, как Он вас сотворил, you'll respond to the family differently. вы будете откликаться или реагировать на семью по-разному тоже. A doer can be in an alcoholic home. A doer, a person who's a doer. Человек, который является делающим все время что-то, And they rise to the challenge. они, They like the fighting. им нравится бороться, им нравится подраться. They're in the middle of it. Они все время посреди какого-то вызова. But it can crush someone who's a feeler. Но это просто может убить того, кто является чувствующим. So I've seen some very terrible families, Поэтому я видел некоторые очень ужасные семьи. and every child responds differently to the conflicts. И каждый ребенок в семье реагирует на конфликт в семье по-разному. Now we're created unique. Мы с вами сотворены уникально. In Psalms 139, 138 Псалом. God made us in our mother's womb. Бог соткал нас, сотворил нас в утробе матери нашей. And you cannot change how He made you. И вы не можете поменять то, какими Он вас сотворил. It can be confusing И, конечно, это может вас немножко запутать. because people say crucify yourself. Потому что люди говорят, распните себя. You can't crucify yourself. Вы не можете себя распять. If I give you a hammer and 3 nails, Если я вам дам молоток и также гвозди, 3 гвоздя, you'll never get yourself crucified. вы себя прибить не сможете. But then people will say deny yourself. Но люди говорят, отвергните себя. And then they say Jesus said to love yourself. А потом Иисус сказал нам еще добавок, любите самих себя. To love your neighbor as yourself. Любите ближнего как самого себя. And that's why so many neighbors are in trouble. И вот почему так много соседей наших попадают в беду. Because people hate themselves. Потому что люди себя ненавидят. Well, there is a self that is crucified. Есть я, которая распята. There is a self that's denied. Есть я, которую нужно отвергнуть. And there's a self that you must love. И есть я, которую мне нужно любить. Your unique self or personality Ваше уникальное я или ваша индивидуальность is like a hammer. это похоже на молоток, на молот. A hammer is not good or bad. Вы знаете, сам по себе молот, он не хороший и не плохой. It's how you use it. Дело в том, как вы его применяете. Use a hammer to kill someone. Вы можете молотом кого-нибудь убить. That's bad. Это плохое применение. Use a hammer to build them a house and it's good. И если вы используете молот, чтобы строить дом, это хорошее применение. People have a talent. У людей есть талант. They can play the piano. Они, например, могут играть на пианино. And so they play in all the bars Они играют по всем клавишам, and they drink every night. но каждый вечер они пьют. And they become a Christian. И они становятся верующим. They still have the talent. Талант у них никуда не пропал. But now they play the piano in church. Но теперь они играют на фортепиано в церкви. Their talent never changed. Их талант не изменился. So I want to look at Sean's personality first. И я хочу просто вначале взглянуть на индивидуальность Шона. And it'll help me understand how the events in his family affected him. И я хочу, чтобы мы посмотрели, как события в его семье повлияли на него. So he's a feeler and a doer. Он человек чувствующий и делающий. He has the Apostle Peter's personality. У него такая индивидуальность Петра. Now, Paul's way of leading Как Павел себя вел, was to get behind you and start cooking. то есть как вел Павел, то есть тип лидерства, он вставал за вами и толкал вас. He said, we're going to move forward. Он говорит, мы идем вперед.
Sean's way of leadership is like Peter's. Руководство Шона, оно вроде похоже на руководство Петра. He comes along someone and puts his arm around him. Он становится рядом с кем-то и обнимает его. He stands beside him Рядом с ним идет. and he says, "Come on, И он говорит, пошли, we can go. мы можем пойти. You can make it. У тебя получится. Come and go with me." Пошли вместе со мной. And he stays beside the person. И он стоит рядом с человеком. Relationships equal his identity. Взаимоотношения в его жизни равны его тождественности. He'll go up and down depending on how good his relationships are. У него взлеты и падения в зависимости от того, как хороши или не хороши его взаимоотношения. He loves people. Он очень любит людей. They give him pleasure. Они приносят ему радость. He likes to have a challenge. Ему нравится иметь вызов в жизни. And he needs variety. И ему нужно многообразие. If I gave him a job on an assembly line, Если бы я ему дал какую-нибудь работу на этом самом assembly line, на конвейере, and I had him sit by himself и чтобы он сидел сам по себе, and put the hands on clocks as they came by, и он бы вот эти стрелки на часы ставил бы туда, когда они проходили мимо. he would last about 2 days. Через 2 дня бы он бросил эту работу. And then he'd want to fall on one of the hands and end his life. И он бы просто хотел бы на одну из этих стрелок упасть и покончить жизнью. Because it would bore him to death. Потому что это бы просто настолько до скуки бы просто убило его из-за скуки. He likes to be included Ему нравится, когда его приглашают. and have people invite him. Когда его люди приглашают. He hates the feeling of being trapped. Ему не нравится чувство, когда его как будто поймали куда-то. And he's impulsive. И он импульсивен. He says, "Let's do this. Он говорит, давайте сделаем следующее. Let's do that." Давайте сделаем это. He also takes blame, Также он берет на себя вину, which is a very good trait что на самом деле является хорошей чертой, if you control it, если вы контролируете ее. but a terrible trait if it controls you. Но она ужасная черта, если она контролирует вас. Do you know everyone that comes to my office? Вы знаете, каждый человек, который приходит ко мне в офис, I take blame for where they're at, я беру на себя вину из-за того, что в их жизни происходит. and I believe that I can point them to Christ and they'll be helped. И я верю, что я могу указать им на Христа, и это им поможет. And that makes me very, very subjective. И из-за этого я становлюсь очень субъективным. Now here's what subjectivity is. Давайте возьмем, что такое субъективность. You see your friend on the telephone. Давайте, скажем, вы... You see? Yeah, a friend of yours on a telephone. Вы видите, как ваш друг говорит по телефону. They hang up the phone Они кладут трубку, and they walk past you и они проходят мимо вас. and they just stare and keep going straight ahead. Они идут прямо напрямик и идут смотрят вперед. They just found out their mother died Они только что узнали, что их мама умерла. and they're in shock. И они находятся в состоянии шока. An objective person Человек объективный watches them walk past смотрит, как они мимо вас проходят. and says, "What's wrong with them?" И говорят, что случилось с ними. But a subjective person Но субъективный человек watches them walk by видит, как они проходят мимо, and says, "What did I do? и говорит, что я сделал не так. How come they don't like me? Что случилось? Почему я им не нравлюсь уже? I must have said something to offend them." Я, наверное, сказал что-то обидное для них. Sean can read people non-verbally. Шон может читать людей как бы невербально, то есть He can read people's emotions он может читать эмоции людей. without them saying anything. Даже тогда, когда они ничего ему не говорят. My wife is a thinker, Моя жена, например, она думающий человек, думающий тип. and I'm a feeler. Я чувствующий. And we were at church, Мы были в церкви вместе, and I saw a lady there. и вот я там увидел женщину. And I said, "How is the marriage going?" И я спрашиваю ее, как у вас дела в браке? And she broke down weeping И вот она просто вся разлилась в слезах. and said, "It's fine." Она говорит, все в порядке. And she walked off. И она ушла. And I said to my wife, "After church, I need to meet with her." И я сказал жене своей, после церкви мне нужно подойти и поговорить с ней. And my wife said, "Why?" И моя жена говорит, зачем? She said she was fine. Она сказала, что у нее все в порядке. You're always stirring things up.
ты слишком как бы все, ты сгущаешь краски. She said she was fine. Она же сказала, что у нее все хорошо. I said, I know, but she was weeping. И говорит, да, я знаю, но она плакала. So I read people, and Sean reads people non-verbally. Я читаю людей, даже не разговаривая с ним, как это делает Шон. But when we miss it, we'll miss it in a big way. Но если мы это как бы не видим, то мы по-крупному это не видим. Because if you're married to a thinker, Потому что если вы находитесь в браке с мыслящим, this is the look you see most often on their faces. вот какой взгляд вы в основном видите на их лице. What are they doing? Что они делают? Yeah, they're just thinking. Они просто думают. There's nothing wrong. Там ничего предосудительного нет. Whenever there's a pause, they start thinking. Когда у них есть возможность для паузы, они думают. Sean would like a model of how to live life, an example of how you live life. He wants? Yeah. Шон желает иметь модель или пример для того, каким образом ему жить. And the biggest fear in his life И самый большой страх в его жизни is that he might hurt someone. Заключается в том, чтобы не причинить, чтобы причинить кому-то боль, этого он боится. Or cause harm to someone. Или кому-то сделать больно. And here's an interesting thing too about Sean. И вот что очень интересно о Шоне. He needs to talk to hear himself talk. Ему нужно говорить, чтобы услышать самого себя. Because as he's talking through something, Потому что когда он говорит о чем-то, it gets clearer and clearer to him. для него все становится более ясно и ясно то, что он говорит. My Irish friend does the same thing. Мой ирландский друг делает то же самое. You know, call me up, Он позвонит мне, and he said, I only called to hear myself talk. он говорит, я звоню тебе лишь только потому, что я хочу сам услышать, как я говорю. And so I'll just listen, И вот я слушаю, and he'll talk for an hour. где-то примерно около часа он будет говорить со мной. I don't say anything. Я слова даже не скажу. At the end, he says, it's all clear now. Он говорит, в конце, теперь я все понял. I do the same thing to my wife, Я делаю то же самое со своей женой. and she finally understands it. И в конце концов она все же понимает это. Because I talked to her for a whole weekend about us moving to the island of Fiji. Потому что все выходные подряд я с ней говорю о том, что мы переезжаем на выходные, мы едем на остров Фиджи. And for the next 6 months, she thought about it. И потом в течение следующих 6 месяцев она об этом думает. When will I see the kids? Когда я увижу детей, When will I see the grandchildren? когда я увижу внуков, How will I learn the language? как я узнаю язык, And she's thinking all those things. как я выучу язык. И она обо всех этих мелочах думает. And after 6 months, she says, И спустя 6 месяцев после того разговора она говорит мне, well, when do you think we'll make the move? как ты считаешь, когда мы сможем переехать? I said, I'm not moving to Fiji. И говорит, да я же не переезжаю на остров Фиджи. I went there in their summer and it was too hot. Я был там летом, и там слишком жарко. So she found out I just talked to hear myself. Все, что она услышала, она обнаружила, что все, что я говорил, я просто говорил с самим собой. For Sean, time is love. Для Шона время — это любовь. He has internal explosions У него существуют внутренние взрывы, before he has external explosions. прежде чем у него появляются внешние взрывы. And psychologists say something that isn't right. И психологи говорят нечто, что не является истиной. That intimacy for a man is physical, Они говорят, что близость для мужчины — это что-то физическое, and for a woman it's emotional. а для мужчины это эмоциональное, Well, it depends on your personality. а для женщины это эмоциональное. It depends on your personality. На самом деле это зависит все от вашей индивидуальности. For Sean, intimacy is acceptance. Для Шона близость — это принятие. If his wife said, I don't want to be with you, Если его супруга говорит ему, я не хочу, чтобы мы были рядом, he wouldn't be upset because there was no physical release. и его как бы не смутило бы, если там не было бы физического освобождения. He'd be upset over the rejection. Он бы просто обиделся из-за того, что было отвержение. And when he was a young man, Когда он был молодым человеком, he would struggle the most with lust он мог бы больше всего как бы бороться с вожделением.
whenever he was rejected the most. когда он был отвержен больше всего. Because there would be a fantasy of someone accepting me. Потому что ему нужно было бы как бы придумывать, кто бы мог его принять. He likes to fix problems. Он любит решать проблемы. He believes the best in people. Он верит в самое лучшее в людях. And he is the man of the second chance. И он человек второго шанса. He'll always give someone a second chance. Он всегда даст другому человеку еще одну возможность. And all someone has to do is tell him they're sorry. И все, что человеку нужно сказать, что на то, что я извини, я сожалею. And they're forgiven. И они будут прощены. And they're restored. И они будут восстановлены. And people for him equal pleasure. И люди для него равняются радости. Now you have an outer life. У вас есть внешняя жизнь, That was made in your mother. которая была сотворена вашей матери. And you have an inner life. И у вас есть внутренняя жизнь, That took its shape in the events in the world. которая сформировалась благодаря событиям в мире. Now the first thing I want to understand is his unique personality. Итак, первое, что я желаю понять, это его уникальную индивидуальность. So Sean, would you agree with 80% of what I said about your personality? Шон, ты мог бы согласиться хотя бы с 80% того, что я сказал сейчас о твоей индивидуальности? I agree with you 100%. Okay, that's good. Это хорошо. М? Он меня читал как открытую книжку. You were reading me as an open book. Okay, good. Хорошо. Now I know what he is. Теперь я знаю, какая у него индивидуальность. We're born dead to God, Мы рождаемся мертвыми для Бога, self-centered, эгоцентричными, with a mind out of control ум, который бесконтролен, and emotions out of control, и эмоции, которые бесконтрольны. and also we don't know who we are. И вдобавок мы еще не понимаем, кто мы такие. So we go to other self-centered, Поэтому мы отправляемся к другим эгоцентричным, out of control people бесконтрольным людям and ask them, who am I? и спрашиваем их, скажите, кто же я такой? And we believe what they tell us. И мы начинаем верить тому, что они говорят о нас. I was in a mental institution, Я был в одном учреждении для душевнобольных, visiting, просто в гостях был там. and I said to this man, И я сказал этому человеку, I'm Michael Wells. я Майкл Уэлс, I'm your counselor. я ваш консультант. He said, you're not Michael Wells. А он мне сказал, да какой же ты Майкл Уэлс? You're a rabbit. Ты просто кролик. If I said thank you Если бы я ему ответил, and hopped out the door, благодарю вас, и тут же как бы выпрыгнул бы, как кролик из этого здания, who's crazier? тогда кто бы из нас двоих был бы более сумасшедший? I'm crazier than him. Я был бы более сумасшедший, чем он. But all of us grew up in a family Но все мы с вами выросли в семье, where we let other people tell us who we are. когда мы позволяем другим людям говорить нам о том, кто мы такие. There's two ways I can tell you that you're worthless. Я могу сказать вам о том, что вы абсолютно бесполезны двумя способами. I can look at you and say, you're worthless. Я просто могу посмотреть на вас и сказать, вы гроша во мной не стоите. Or I can just walk past you and never talk to you every time I see you. Или же, например, каждый раз, когда я вижу вас, я просто прохожу мимо вас и как будто не замечаю. Either way, I'm giving you a message. Так или иначе, я как бы даю, послание вам особо какое-то передаю. So we'll look to other people, И поэтому мы будем ожидать от других людей, our parents, to find out who we are. например, от наших родителей, чтобы они сказали нам, кто мы такие. Now, if I met Sean's parents leaving the hospital with him as a baby, И если бы я встретил родителей Шона, когда они выходили из больницы вместе с ним, I would say, let me tell you a few things about your son я бы, например, сделал следующее. Разрешите мне сказать вам нечто о вашем сыне, that would really help you in the future. что на самом деле может помочь вам в вашем будущем. He loves people. Он любит людей, He's very emotional. он очень эмоционален, You need to let him cry. вам нужно позволить ему плакать, He likes to be around people. ему нравится быть среди людей, He likes to be included. ему нравится, когда его приглашают. You can show him love by having activities.
Вы можете проявить ему любовь через деятельность какую-то вместе, совместную деятельность. He'll feel guilty often, Очень часто он будет чувствовать себя виноватым. and you need to sit and talk with him about why he feels guilty. И ему нужно будет с вами садиться, вам нужно будет садиться с ним, чтобы объяснять ему, почему он чувствует себя виноватым. Let him talk to you often, Дайте ему возможность чаще разговаривать с вами, so you can get everything that's in here чтобы все, что у него накопилось здесь, outside of him. могло из него выливаться. And he would like to know how to be a father Он желает знать, как стать отцом and a husband, и мужем. so teach him how to do that. Поэтому учите его этому, как это делать. He'll believe the best in people, Он будет верить в людях, что они самое лучшее в людях. and I would tell them things like that. Я бы просто рассказал ему вот все вот это, So those are his needs. потому что это все его нужды. And the first place we'll look is our Father. И первое место, куда мы с вами посмотрим, это наш Отец. Well, his parents abandoned him. Его родители, они оставили его. What kind of a person do you abandon? Какого человека вы можете оставить? A worthless person. Человек, который ничего не стоит. And in reality, it's the parents with the problem, На самом деле, в реальности проблема у родителей. but he's a blame taker. Но он несет на себе вину. So На себе вину. he'll make the problem his problem. Потому что он сделает их проблему своей проблемой. And those feelings come back to haunt you И эти чувства, они будут просто преследовать вас, как охотиться за вами. when you have your own baby. Когда у вас будет собственный ребенок. Because you're holding your own baby, Потому что вы держите своего ребенка. and if anyone touched it, И если кто-нибудь только прикоснется к you нему, would get very upset. вас тоже это заводит. And you couldn't imagine giving away your baby. И вам мысль даже не может прийти, чтобы отдать вашего ребенка. And as you're holding your baby, И когда вы держите вашего ребенка, you wonder why your parents gave you away. вы начинаете вдруг удивляться, почему же вас родители отдали. Maybe I was defective. Может быть, у меня был какой-то дефект во мне. Maybe I was worthless. Может быть, я был вообще абсолютно ничего не стоящий. Maybe I'm unlovable. Может быть, я был таким, что меня просто любить было не за что. So we start having those feelings by age 5. К 5 годам мы начинаем как бы переживать вот эти чувства. And then the parents that took him into the house, А затем родители, которые взяли его к себе, the father's an alcoholic, отец алкоголика, he has to help his father. ему нужно помогать своему отцу. His father doesn't help him. Его отец не помогает ему. He's passive in his life, Он пассивен в своей жизни. and Sean needs time. И Шону просто нужно время. And that makes you feel even more unlovable. И это приводит еще большее чувство отсутствия любви. There's no communication. Там нет общения. And that makes you feel more unlovable. И это еще как бы придает вам чувство того, что вас не любят. And he begins to feel insecure. И он начинает чувствовать себя незащищенным. So then we look to our mother and say, what am I like? Потом мы пытаемся взглянуть на свою маму и узнать у нее, через нее, кто же я такой. What do you think about me? Я спрашиваю, что же ты думаешь обо мне? And his mother И его мама, explodes, она может взорваться, and he hates complex relationships. и он ненавидит больше вот эти сложные взаимоотношения. If you're going to be angry every day. Если ты будешь злиться, то злись, пожалуйста, каждый день. If you're going to be happy every day. Если будешь счастливым, будь счастлив каждый день. But he never knows what he's going home to, Но когда он возвращается домой, он не знает, с чем он столкнется, which makes him feel more insecure. Что его приводит в большее состояние незащищенности. And then she tells him that he's a bastard. И затем она говорит, что он незаконнорожденный. Well, then he discovers at age 13 В 13 лет он узнает, that he's been lied to, что ему солгали, that these aren't his parents, что это не его родители, that he came out of an orphanage. и что он пришел из детского дома. And now that makes me feel more of a bastard, И из-за этого я чувствую еще более как бы оставленным, more unloved, еще более нелюбимым, more worthless, еще более бесполезным, more abandoned, оставленным more insecure. и более незащищенным. And then I begin to feel defective.
И я начинаю чувствовать себя более ущербным. And then people tell him he's too emotional. Затем люди говорят ему, что он слишком эмоционален, Well, now something's wrong with him. что с ним что-то не так. And of course there's something wrong with him Конечно же, в нем что-то есть не так, because his parents had to get rid of him. потому что его родители просто избавились от него. And then people who he loves И затем люди, которых он любит, begin to reject him. начинают его отвергать. And he loves people. А он любит людей. And that makes him feel trapped. И из-за этого он чувствует себя пойманным. Because how do you change your past? Потому что как можно поменять свое прошлое? I can't change the fact that I was in the orphanage. Я не могу поменять тот факт, что я оказался в детском доме. But people expecting to change it. Но люди, они ожидают, что это как-то должно измениться. And he starts feeling rejected, И он начинает чувствовать себя отверженным, not needed, ненужным, lonely, одиноким, a thief. Вором. His mom is constantly calling him a thief. Если мама называет его постоянно вором. And then he takes the blame for all of this. И затем, в конце концов, он на себя берет всю вину за это. So here's what I'm saying. И что я хочу сказать? God created him a Peter Бог создал его как Петра, to be loved, быть любимым, to love others, любить других, to care deeply for others, глубоко заботиться о других and to walk through others, and to walk with others. и идти рядом с другими людьми. And he likes to be included. И он любит, когда его приглашают, когда его включают в круг. He doesn't want to cause harm, Он не хочет причинять боль, and he wants relationship. и он желает взаимоотношений. And he looks to other people to meet those needs. И он ожидает, что другие люди восполнят эти нужды. We're born dead to God, not recognizing God. Мы рождаемся же мертвыми для Бога и не признаем Бога. So we look to troubled people to tell us who we are. И поэтому мы обращаемся к людям, у которых у самих проблемы, для того, чтобы они нам сказали о том, кто мы такие. And his inner life begins to develop. И начинает развиваться его внутренняя жизнь. And what he'll do then to change this И что он сделает для того, чтобы это все изменить? is he'll start pleasing people. Он будет начинать угождать людям. And he'll perform for people. Он будет что-то делать для людей, Because he wants someone to tell him none of this is true. потому что он хочет, чтобы другие ему сказали, что все это неправда. And so when he gets frustrated then, И когда он разочаровывается, and all the work to change doesn't help, и все эти усилия, которые он прилагает для того, чтобы измениться, это не помогает. he'll take the blame, Он просто снова на себя возьмет вину, get depressed, падет в депрессию, agree with the enemy's voice согласится с голосом врага, that he's worthless, что он бесполезен, and he might scream, он может закричать, and then he'll turn to alcohol. и он может взяться за алкоголь. If you grow up in a family, Если вы растете в семье, and every time your father's under pressure, и каждый раз, когда вы видите своего отца под давлением, he works in the garden, он работает в саду, and another fellow grows up in a family, а другой человек, который растет в семье, and every time his father's under pressure, и когда он видит своего отца под давлением, his father gets drunk. и его отец напивается. Now these two boys grow up, Итак, эти двое ребят, они растут. and they're both under pressure. И вот они оба живут под давлением. What have they been taught to do? А как вы считаете, чему их научили, как себя вести? One has been taught to work in the garden, Другой просто был научен идти в сад и поработать там. and what's the other one been taught? А чему научился другой? To go get drunk. Пойти и выпить. When you leave the house, you leave with a little bag. Когда вы you leave your home? Yeah, when you leave home at age 18 or whatever. Когда вы становитесь взрослыми, вы оставляете свой родной отчий дом. You leave home with the tools for life. Вы уходите из дома с чемоданчиком каким-то, в котором находятся инструменты для вашей жизни. And you only have the tools that your parents gave you. И у вас в наличии лишь только те инструменты, которые вам дали родители. What tools did Sean's father give him? Какие инструменты подарил Шону его отец? Well, get drunk.
можешь выпить. That's how you cope with problems. Вот как вы можете справляться с проблемами. And so he does those things, Итак, он делает все данные вещи. gets drunk, Напивается, screams, кричит, explodes, взрывается, feels guilty. чувствует виноватым. And now he's proving himself. И он доказывает теперь самому себе All the negative things he feels about himself. все вот эти негативные моменты относительно того, которые он чувствует о себе, Through his own behavior. через собственное поведение. At first it was others telling him that he was worthless, Вначале это другие люди ему как бы сообщали, что он бесполезен, and now his own behavior tells him that he's а worthless. теперь его собственное поведение свидетельствует ему об этом. So he performs more, Поэтому он пытается еще что-то больше делать, gets angry, злится, screams and takes blame, кричит и опять берет на себя вину, feels guilty and gets drunk. снова чувствует виноватым себя и напивается. That makes him feel more worthless. И из-за этого он чувствует себя еще более бесполезным. And he begins to spiral down И в конце концов он идет по неспускающейся спирали until he reaches a place of depression. до тех пор, пока он не дойдет до совершенного состояния депрессии. And here's what depression is. Вот что такое депрессия. The little man inside of me Тот маленький человечек во мне, hitting its hands and heels on the floor of my heart, он ручками и ножками бьет по полу внутри моего сердца. angry because I can't change. И он такой злой, потому что ничего поменять не может. And we're always then controlled by outside events. И вследствие этого мы становимся контролируемыми внешними обстоятельствами. If I have a rock this big, A rock? yeah, a huge rock, Если бы у меня была appears late. if I have a rock, Okay, it's there. Если у меня есть камень примерно вот такой величины and a pole, и вот такая палка, can I move that rock with a pole? могу ли я с помощью этой палки сдвинуть камень? Can I? Могу ли я? No, something's missing. Нет, есть что-то, чего здесь не хватает. I need a leverage point, just a little rock. Мне нужно такой вспомогательный камешек. And if I can put the little rock there, И если я положу вот этот камешек здесь, then I can move the pole. тогда я смогу передвинуть эту палку и двигать, палкой двигать что-то. So, Sean's at peace. He's the big rock. И вот Шон, он в покое, он большой камень. But Satan doesn't like him having peace. Но сатана просто терпеть не может, когда у Шона покой. So all Satan has to do to move him И все, что сатане нужно, чтобы сдвинуть его, and to roll him out of his peace, и чтобы вытолкнуть его из его покоя, is to bring a situation today чтобы сегодня принести в его жизнь какую-то ситуацию, that's similar to one in the past. похожую на ситуацию в прошлом. All it takes is the men in the church И все, что это нужно для этого, чтобы взять нескольких людей в церкви, to act like his father чтобы они повели себя как его отец, and be passive были бы пассивными, and not have time for him, не имели бы для него времени, not communicate to him, не говорили бы с ним and lie to him. и даже лгали бы ему. And all of these feelings will be stirred up. И тут же все вот эти эмоции, они тут же начнут как бы в нем All it takes происходить. И все, что нужно, is for his wife to explode, это хотя бы, чтобы его супруга, она взорвалась, to call him a name, назвала как-нибудь его, назвала, чтобы она обиделась. and all these emotions will be stirred again. И все вот эти эмоции, они тут же снова как бы выходят наружу, на поверхность. All it takes is for his friends to tell him that he's different. И все, что ему нужно, это чтобы его друзья сказали ему, ты совсем другой. When he was young, they told him he was different because he was from an orphanage. И когда он был молодой, ему друзья его сказали, ты другой, потому что ты из детского дома. And now they tell him he's different А теперь они говорят ему, что он другой, because he's crying too much. потому что он много плачет. His mother and father accused him of stealing. Его мама и папа, они обвинили его в воровстве. All you have to do is accuse him of something false, Все, что нужно, это чтобы кто-то обвинил его в чем-то ложном. and all of these feelings will stir again. И
все вот эти чувства, они снова выйдут на поверхность. And he'll be laying in bed, И он будет лежать в постели, feeling abandoned, чувствуя себя оставленным, worthless, бесполезным unloved, и нелюбимым, trapped, пойманным, not needed, совершенно ненужным, defective, ущербным, rejected, отверженным, lonely, одиноким guilty. и виноватым. Now, here's an interesting thing. Но вот что я хочу сказать интересного. Your brain creates neuron pathways. Ваш мозг, он создает своего рода такие нейроновые тропинки. It's just a pathway in your brain Это своего рода тропиночка в ваших мозгах, that allows you to do repetitive tasks которая позволяет вам совершать повторяющиеся события. without thinking. Повторяющиеся, вы можете делать повторяющиеся вещи, не обязательно думая о них. So when I got glasses, Например, когда я начал пользоваться очками, I didn't know how to put them on я понятия не имел, как мне их одевать. and where they were most comfortable. И где я мог чувствовать, чтобы они на мне сидели удобно. But if you do something twice a day for 30 days, Но если вы что-то будете делать в течение 30 дней, дважды в день, you'll have a neuron pathway in your brain, в вашем мозге будет выработана вот эта нейроновая тропинка. and you don't have to think about how to put on your glasses. И вам уже не нужно думать о том, как вы одеваете свои очки. As soon as I grab the glasses, Как только я хватаю за очки, it's like lighting a fuse on a firecracker. это все равно, что вы поджигаете вот этот Битфордов шнур на этом And фейерверке. Есть там шнур такой, да? I can put on my glasses while I'm doing other things. И я могу одевать свои очки, одновременно делая что-то другое. So, if Sean thought twice a day Если Шон думал о чем-то дважды в день, for 30 days в течение 30 дней, that he wasn't needed, что он был не нужен, that he was worthless, что он был бесполезен, that he was trapped, что он был пойман, that he was a failure, что он был неудачным that he was defective, или был ущербным, he will have to think that every day. ему придется думать об этом каждый день. And if you lay down at night and he thinks that, И если он ложится так и думает так, he'll have to keep thinking that. ему придется продолжать думать так. My father said the easiest thing in the world is to stop smoking. Мой отец сказал, что самое легкое в мире – это бросить курить. He said it was so easy, Это было так просто. he did it over 300 times. Он это делал больше 300 раз. Well, it is easy to quit smoking. Вы знаете, легко бросить курить. The nicotine is gone in 48 hours. Через 48 часов никотин уже покидает ваше тело. But the things that reminded you to smoke are still there. Но те вещи, которые напоминают вам о том, чтобы закурить, они все равно остаются там. You smoked in the morning, Ты курил утром, you smoked at the break, ты курил на перерыве, you smoke after a meal, после обеда курил, you smoke before you go to bed. и даже перед тем, как лечь спать. Well, you stop smoking, Вы прекращаете курить, but you're still getting up, но вы все равно встаете, having meals, кушаете and going to bed. и идете спать. And it reminds you to smoke. И это напоминает вам все о том, что нужно закурить. And the fuse is lit, И этот Битфордов шнур загорается. and I want to smoke. И я хочу курить. When I've seen people develop neuron pathways, Я видел, как люди, они вот эти тропиночки, они развивали в своей голове, в своем мозге. they lay in bed every night, И каждый вечер они лежат, and they think about their husband, они думают о своем муже, they think about what he said, они думают о том, что он сказал, they think about their miserable situation, они думают о своей абсолютно ужасной ситуации, they think about the things that prove what they feel, они думают о тех ситуациях, которые доказывают им, что они чувствуют. and then they can go to sleep. Затем они отправляются спать. And they do that every night. И они делают это каждый вечер, каждую ночь. The only way you can change that Единственное, как вы можете это изменить, is to let the first thought trigger a new thought. это позволить первой мысли спровоцировать другую мысль. So the first time you think I'm worthless, То есть первый раз, когда вы начинаете думать о том, что вы абсолютно бесполезны, you immediately stop вы тут же останавливаетесь. and say, Jesus, you're my worth, И вы говорите: Иисус, you're my value.
Ты являешься моей ценностью. You're my hope. Ты моя надежда. You're my love. Ты моя любовь. You're my life. Ты моя жизнь. And if you'll do that twice a day, И если вы будете это делать дважды в день, for 30 days, в течение 30 дней, what used to take you down the track of depression и то, что вело вас по пути депрессии, will take you to a track to Jesus. приведет вас на пути к Иисусу. Take up the cross and deny yourself. Возьмите крест свой и следуйте за мной. Everyone has a self, У каждого есть свое собственное «я», but we don't know what it is. но мы его не знаем. I'm telling Sean what his self-life is. Я говорю Шону о том, что является его жизнью, его «я». I know what his personality is that he should love. Я знаю его индивидуальность, которую ему нужно возлюбить. I know how his family's made him feel. Я знаю, как его семья, каким чувством привела его семья. That he's working all the time to change that. И что он все время пытается сделать что-то, чтобы это изменить. And when he gets frustrated, И когда он чувствует разочарование, he screams and explodes, он взрывается или кричит, or feels guilty, или чувствует себя виноватым, and soon he's depressed. и затем он снова в депрессии. And I know what events today are going to push his buttons. И я знаю, какие события сегодня в его дне, они нажмут правильные кнопки вот эти. I also know that he wasn't given any tools for how to be a husband or a father. И я знаю, что ему также никаких инструментов не было выдано относительно того, как быть отцом или мужем. And there's one other thing. И есть еще нечто. When it comes to God, Когда дело касается Бога, with his mind he'll run to God, своим умом он бежит к Богу, but under pressure with his emotions he'll run away. но в момент его давления, в его эмоциях он будет бежать от него. Satan does not attack you at your best. Вы знаете, сатана не атакует вас в вашем наилучшем состоянии. I am not saying this is how Sean lives every day. Я не говорю вам, что вот именно так Шон живет ежедневно. I'm saying this is how he lives 5% of the time. Я говорю, что он так живет где-то 5% своего времени. When Satan has been able to throw enough situations at him, Когда сатана был способен на какие-то ситуации подбросить в его жизнь, to make him spiral down. для того, чтобы вести его по спирали вниз. At his very worst, В самом наихудшем своем he состоянии would feel that God rejects. он будет чувствовать, что Бог его отвергает. Well, he's there but not there. God is there but not really there. Что Бог вроде бы там, но на самом деле его там нет. He doesn't help. Он не помогает, He doesn't talk. не говорит He may abandon me. и может даже меня бросить. And he'll probably is going to surprise me with something. И еще какой-нибудь сюрприз не подкинет. And all I did was describe his two fathers. И все, что я сделал, я просто дал характеристику его двум отцам. The first one that abandoned him, Первый, который его оставил, the other one that was an alcoholic. а другой, который был алкоголиком. Now, as you live in this living hell, И когда вы живете вот в этом живом аду, he came to the conclusion that was very wise. он пришел к выводу, который является очень мудрым. The only way out of this situation Единственный путь, как выбраться из этой ситуации, is death. это смерть. But he made a mistake. Но он совершил ошибку. You can kill the outer life, Вы можете убить внешнюю жизнь, and you've never changed the inner life. но внутреннюю жизнь так вы и не поменяли. His problem was not his outer life, Потому что его проблема была не внешняя жизнь, but he was on track. но он находился на этих рельсах. Death is the solution, Он думал, что смерть есть решение, but it's the death of the inner life. но это смерть внутренней жизни. God didn't come to improve you. Бог не пришел, чтобы улучшить вас. He came to remove you. Он пришел, чтобы вас убрать с пути. So let's take a break, Давайте сделаем перерыв, and then we'll talk about the answers. и мы поговорим об ответах. Okay? Хорошо? Yeah, do you have it at home? I'm not sure about this one. Maybe Yeah. want to print it out. Yeah. We'll have these printed. If we could print these out and give them to people that are here. Yes. I'll give this diagram to the pastor. Я отдам эту диаграмму пастору.
And then you'll have a copy of that to use for yourself. И потом вам распечатают копию, которую вы сможете использовать для себя. So we're trying to understand a self-life. Но сейчас мы пытаемся понять нашу собственную саможизнь. How do you act? Как мы действуем, как мы поступаем. And why do you act that way? И почему мы так поступаем? So we said that you have an outer life, У нас есть внешняя жизнь, как мы сказали, an inner life after Adam, и у нас есть внутренняя жизнь по Адаму. and then that you have a unique personality. И также у нас есть уникальная тождественность. And so we listed the traits of Sean's personality. Мы перечислили характеристики личности Шона. And I would ask you to do the same thing with this chart. You can fill it in yourself. И я попрошу вас сделать то же самое в отношении себя с помощью этой таблицы. Think of the worst hurt in your life, Подумать о 5 самых больших переживаниях или ранениях в вашей жизни. and then circle the word that describes you. И затем обвести те слова, которые описывают вас. And so you'll go right through the diagram in order. И таким образом вы по порядку пройдете через всю эту диаграмму, And the hurts, и ваши эмоциональные переживания, how did it make you feel? к чему они привели, как вы себя чувствовали в тот момент. And what have you done to try to change yourself? Что вы сделали в попытках изменить себя. And then when you get frustrated, И затем, когда вы были разочарованы, how do you cope with things? Как вы с этим справлялись, Which will make you feel more of this. Что приводило к тому, что вы больше чувствовали все вот это. We'll work harder. Вы пытались еще больше трудиться и стараться, We'll do the negative things. и это приводило опять к негативным вещам, которые вы совершали. And we'll prove the negative. И снова утверждало вас в той негативности, которой вы думали о себе. And spiral down to depression. И все это закручивалось в депрессию. Now, how do we fix that? Как же это исправить? The outer life and the inner life Внешняя и внутренняя жизнь make up you. составляют вашу личность, ваше целое. If your outer life died right now, Если ваша внешняя жизнь закончится сегодня, you would ruin our meeting то вы испортите нам сегодня собрание, because you'd be dead. потому что вы будете мертвы. But if your inner life died right now, Но если ваша внутренняя жизнь закончится, умрет сегодня, you'd also be dead. вы тоже будете мертвы. It takes the outer and the inner to make you. А для того, чтобы мы жили, нужна и внутренняя, и внешняя жизнь. If I gave you a new inner life, Если бы я дал вам новую внутреннюю жизнь, then the Bible says in Corinthians chapter 5, тогда Библия в Коринфянах 5 главе говорит, verse в 17, 17 стихе, that you would become что вы бы стали a new creation. новым творением. And that would mean that what you did, И это бы означало, что то, что вы сделали, you never did. вы никогда этого не делали. And what happened to the old you И то, что происходило с вашим прежним «я», never happened to the new you. не происходило бы с вашим новым «я». And what you were, И то, кем бы вы были, you no longer are. вы уже не будете этим. The first car had a steam engine. У первой машины есть паровой двигатель, Like a teapot. так же как чайник. And it was loud, Эта машина была очень шумной, it smelled, от нее был неприятный запах, it had no power, у нее не было больших сил, and it would explode. и она могла взорваться. So they developed a new engine Поэтому придумали новый двигатель, called the petrol engine. Бензинный двигатель. And the people that had steam engines Люди, у которых были паровые двигатели, took them out of their cars сняли паровые двигатели со своих машин and they put in the petrol engine. и поставили бензинные двигатели. The car looked the same, Машина выглядела так же, but it wasn't the same. но она уже не была прежней. It had a new engine. У нее был новый двигатель. And God created Adam with the defective engine. Создал Адама с испорченным, поврежденным двигателем. And that engine was conquered by everything. И этот двигатель попадает, его легко очень победить, поразить. And people told it what it was. И люди увидели, какой он. He developed a negative image.
Люди говорили, что у тебя плохой двигатель, это произвело негативное самопредставление. He tried to change it, Человек пытается изменить and себя, it just proved how bad he was, но это только показывает ему, насколько он действительно плохой. and he spiraled down. И все это закручивается. And then God sent a new man И затем Бог дает нового человека with a new engine. с новым двигателем. And this engine conquered everything. И новый двигатель побеждает все. Well, what would be the smart thing to do? Итак, что же было бы самым умным, что можно было бы сделать? Exchange my life for his Это life. обменять мою жизнь на его жизнь. Here's Adam and Eve. Вот Адам и Ева. And they have children У них есть дети. all the way down to you. Прям до вас. Now let's imagine this is your mother. Представим, что это ваша мама. If your mother would have died when she was 3 years old, Если бы ваша мать умерла, когда в 3-летнем возрасте, where would you be today? где бы вы были сегодня? You wouldn't be here. Вас бы не было здесь. Where were you when your mother was 3 years old? А где были вы, когда вашей маме было 3 года? Do you know where you were? Вы знаете, где вы были? You were in her. Вы были внутри нее. Because a baby girl is born with all of the eggs that she'll ever have. Потому что маленькая девочка рождается со всеми яйцеклетками, которые у нее когда-либо будут за всю ее жизнь. You even had them when you were in your mother. А эти яйцеклетки у девочки есть даже когда она еще находится в утробе своей матери. And if your mother would have died, you would have died with her. И если умирает мама, умирает и ребенок. It's a miracle that any of you are here. Это чудо, что мы здесь. Because in 700 BC, Потому что 700 лет до Христа, до нашей эры, grandmother would have died when she was 3, если бы ваша бабушка умерла в 3-летнем возрасте, you wouldn't be here, would you? вас бы здесь не было. In Hebrews chapter 7, Евреям 7 глава. they ask a question. Они задают вопрос: Who's the greatest priest? кто величайший первосвященник? Melchizedek or Levi? Мелхиседек или Левий? And it says that Levi lived here, И Левий жил вот здесь, and Abraham lived here. Авраам жил вот там. And Abraham gave money to Melchizedek. Авраам дал деньги Мелхиседеку. And when he gave the money, И когда он дал деньги, Levi was in him. Левий был в нем. And so Levi gave the money to Melchizedek also. То есть получается, что Левий тоже дал деньги Мелхиседеку. So Melchizedek was the greatest priest. Поэтому Мелхиседек величайший священник. When Adam and Eve were in the garden, Когда Адам и Ева были в саду, where were you? где были мы? In them. В них. And when they fell away from God, И когда они отпали от Бога, you fell away from God, вы тоже отпали от Бога. and you were born with a life that didn't see God, Вы рождаетесь жизнью, в которой не видит Бога. and we look to other people to tell us who we are, И мы ожидаем, что другие люди скажут нам, кто мы на самом деле. and we developed our image. И таким образом мы развиваем собственное самопредставление. What is eternal life? Что такое вечная жизнь? People say that it's life forever in heaven with God, Люди говорят, что это жизнь навсегда на небесах с Богом. but that's not true. Но это неправда. Eternal life is Jesus. Вечная жизнь – это Иисус. That's what it says in 1 John. Это то, о чем написано в 1 Иоанна. You can only say you have eternal life Вы можете сказать, что у вас есть вечная жизнь, if you have Christ's life. если у вас есть жизнь Христа. Christ's life has no beginning and no end. Жизнь Христа не имеет начала и конца. He was there when the world was created. Он был там, когда мир был создан. He walked on the earth. Он ходил по земле. He was rejected. Его отвергли. He conquered everything in and outside of man. Он победил все внутри и снаружи по отношению к человеку. He's seated in heaven. Он восседает на небесах. And there's nothing that exists outside of him. Нет ничего, что существует вне Него. And God stands in the center, И Бог находится в центре. and wherever he looks, И куда бы Бог ни посмотрел, he can be there. Он может там быть. God does not live in time. Бог не живет во времени.
Time lives in God. Время живет в Боге. He's yesterday, Бог вчера, He's in tomorrow, Бог в завтрашнем дне, and He's in today. и Он в сегодняшнем дне. That's why He's not in a hurry. Вот почему Он не торопится. He doesn't have anywhere to go. Ему уже некуда торопиться. And here's something interesting. И вот что интересно. If I could snap my fingers Если бы я мог вот так вот щелкнуть пальцем and take you 2,000 light years from the earth, и отдалить вас на 2000 световых лет от Земли, and we had a telescope pointed at the earth, и у нас был бы телескоп, чтобы посмотреть на Землю, the events from 2,000 years ago тогда события 2000-летней давности would just now be reaching my telescope, только сейчас бы достигли моего телескопа. and I could watch the crucifixion of Christ, И я смог бы увидеть распятие Христа. just as it took place. Именно так, как это происходило. Wouldn't that be amazing? Разве это было бы не удивительно? But God can move in time. И Бог может двигаться во времени. The day you believed in Christ, В тот день, когда вы уверовали во Христа, maybe no one told you this, может быть, вам никто этого не говорил, but here's Adam and Eve. но вот Адам и Ева, You were in them. вы находитесь в них. When they fell, Когда они упали, you fell. вы тоже You were упали. born with a life cut off. И вы родились с отрезанной жизнью. You let other people tell you who you were, Вы позволяли другим людям говорить вам, кто вы такой на самом деле. and Sean became worthless, defective, И Шон стал бесполезным, not needed, поврежденным, ненужным. and then he tried to make people happy, И затем он пытался делать людей счастливыми. and then he would get mad and scream, Но после этого он гневался и кричал, drink, пил and decide to kill himself. и решил покончить с собой. Just as you were in Adam and Eve and all of your relatives, Точно так же, как вы находились в Адаме и Еве и во всех ваших родственниках, the day he believed in Jesus, в тот день, когда он уверовал во Христа, God took this old life Бог забрал эту ветхую жизнь and he put it into Christ. и поместил ее на Христа. And wherever Christ is, И где бы ни находился Христос, you're in him. вы находитесь в нем. Christ was there when the world was created, Христос был там, когда был создан мир. and now that Sean's in him, Теперь Шон находится в нем. the book of Ephesians says he's seated in heavenly places with Christ, И в Ефесянах написано, что он восседает на небесах со Христом. that he's known him from the foundations of the world. И он знает его с основания мира. That means every event in Sean's life Это означает, что каждое событие в жизни Шона had to pass through God's hands должно было пройти через руки Бога and be approved. и быть доказано. And he's seated with Christ in heaven, И он восседает со Христом на небесах. and he was with Christ as he gained victory. И он со Христом, когда он побеждает. And one day Jesus was crucified. И однажды Христос был распят. Where was Sean? А где был Шон? Galatians 2:20. Галатам 2:20. I've been crucified with Christ. Я сораспялся со Христом. It's no longer I who live, И уже не я живу, but Christ that lives in me. но Христос живет во мне. And the life that I now live, И жизнь, которой живу, I'm not living. не я живу, It's the faith of Christ living it. но вера Христа живет через меня. And Sean became a new creation. И Шон стал новым творением. When you take communion, Когда вы принимаете причастие, what is the bread? что такое хлеб? His body. Это его тело. And you put it in your mouth and you crush it И вы берете хлеб в ваш рот, и вы кушаете его, because he was crushed. потому что он также был сломлен. But when he was crushed, who else was crushed? И когда он был сломлен, кто еще был сломлен? Sean was. Шон, The worthless, бесполезный, not needed, ненужный, insecure, незащищенный, defective, поврежденный, unloved, нелюбимый, and abandoned Sean брошенный Шон. was crushed. Он также был сломлен. Communion is, Сокрушен. communion is a celebration. И поэтому причастие – это праздник. We should be so happy. Мы должны быть так счастливы. And we take the cup, Когда мы берем чашу, and it's his blood это его кровь with his life. с
с его жизнью. And now that my old life is crushed, Теперь моя ветхая жизнь сокрушена. I need life in me И мне нужна жизнь внутри меня, because I need an outer and an inner life. потому что мне нужна внутренняя и внешняя жизнь. Jesus, come and be my life. Иисус, будь моей жизнью. Be my acceptableness. Будь моим принятием. Be my love. Будь моей любовью. Be my strength. Будь моей силой. Be my encouragement. Будь моим ободрением. Come and be to me everything that I'm not. И будь во мне всем тем, кем я не являюсь. So what was the solution for Sean? Итак, какой же выход для Шона? To die. Умереть. But not to kill the outer man, Но не убивать внешнего человека. but instead to kill the inner man. Вместо этого убить внутреннего человека. And the day he believed, И в тот день, когда он уверовал, he was crucified with Christ, он сораспялся Христу. and he became a new И creation. он стал новым творением. If that's true, И если это правда, why would he feel all of those old things? с какой стати он будет чувствовать все вот эти ветхие вещи? Because even though the old man is killed, Хотя ветхий человек погиб, we carry it around, мы носимся повсюду, and we don't bury it. и мы носим его, ветхого человека, и не можем его закопать в землю. In my office, I have some very cheap dolls. У меня в офисе есть некоторые дешевые куклы. And if Sean was in my office, И если бы Шон был у меня в I'd офисе, write his name on the doll, я написал бы его имя на этой кукле, all the things that hurt him on one arm, и я бы написал на одной руке все, что причиняло ему боль, how it made him feel on the other arm, и как он чувствовал из-за этого на другой руке, how he tried to change on one leg, как он пытался поменять себя на одной ноге, and what he does when he can't change. и что он делал, когда он не мог себя изменить на другой ноге. And then I put it in a chair, Затем бы я посадил эту куклу на стул, and I asked people to get on their knees и я попросил бы человека встать на колени and pray to the doll. и помолиться этой кукле. Help me. Помоги мне. Help me be a better person. Помоги мне стать лучшим человеком. Help me overcome these feelings. Помоги мне победить эти чувства. Help me. Помоги мне. Help me not feel rejected. Помоги мне не чувствовать себя отверженным. Help me stop crying. Помоги мне перестать плакать. Help me. Помоги мне. And finally, people get angry at me. И в конце концов люди бы разозлились на меня. I say, why are you angry? И я бы спросил, почему вы злитесь? And they say, because the doll is dead. Потому что кукла мертва. It can't help me. А это не может мне помочь. And I say, yes, and you've been crucified with Christ. И вы были сораспяты со Христом. And Romans 6 says you've been buried with Him. И Римлянам 6 глава говорит, что мы были погребены с Ним. And Colossians chapter 3 Колоссянам 3 глава says you've got a new life. говорит, что у вас есть новая жизнь. Why do you trust yourself? И почему же вы тогда полагаетесь на себя? Pride wears more masks Гордость носит большее количество масок, than Satan himself. чем сам сатана. Self-hatred is pride. Self-hatred. Yeah. А ненависть к себе – это гордость. Depression, Депрессия – это гордость. not taking a risk is pride. Боязнь рисковать – это гордость. Embarrassment is pride. Стыд – это гордость. The fear of rejection is pride. Страх быть отверженным – это гордость. It's pride in trusting the old life that is dead. Это гордость, потому что вы полагаетесь на ветхую жизнь, которая уже мертва, It's not going to help you. которая не может вам помочь. And so I tell people, take it home, Поэтому я говорю людям, возьмите эту куклу bury домой, it, закопайте ее and say to Jesus, и скажите Иисусу: I don't want you to just be for me in heaven. я не хочу, чтобы ты просто был для меня на небесах. I want you to be my life. Я хочу, чтобы ты был моей жизнью. And put it in the ground Итак, закопайте эту куклу. and call me in 6 weeks. И потом позвоните мне через 6 недель. In 6 weeks, I'll get a phone call. И через 6 недель я получаю звонок. I'll say, how are you feeling? И я спрашиваю: ну как вы себя чувствуете? I was feeling great, Я чувствовал себя замечательно, and now all the feelings have come back. но теперь я снова чувствую все то, что я чувствовал до этого раньше. I say, I knew that would happen. И я говорю: я знал, что это произойдет. Put the phone down and go dig up the doll and bring it back. А теперь положите трубку, идите, выкопайте эту куклу и принесите ее.
So they bring it back, Они приносят эту куклу. and I say, how does it look? Я говорю, ну как она выглядит? It's been in the ground 6 weeks. Она 6 недель находилась под землей. They say, not good. Они говорят, да неплохо, в общем-то она неважно выглядит. Well, knock the dirt off of it Ну, стряхните с нее грязь and say hello, и поздоровайтесь с ней, because it's come back, потому что она вернулась. and put it in the chair and pray to Посадите it. ее на стул и помолитесь ей. And when you see how stupid it is, И когда вы увидите, насколько все это глупо, be trusting something that's dead, а полагаться на что-то, что уже мертво, and that's really the source of your depression. и что на самом деле в этом как раз и заключается причина вашей депрессии, Your worry, вашего беспокойства, your doubt, ваших your сомнений, fears, страхов, your anxiety, беспокойства. go put it back in the ground Тогда снова ее закопайте. and let Christ be your life again. И пусть Христос будет снова вашей жизнью. And it'll take 3 to 5 years, Иногда требуется 3-5 лет. but the trips to the garden become less frequent. И тогда уже походы в сад за куклой становятся более редкими. And one day you go there and there's nothing to dig up. И однажды вы пойдете туда, и там уже будет нечего выкопать. God works slowly, Бог действует медленно, because what he does slowly потому что то, что Он делает медленно, cannot be undone quickly. невозможно сделать быстро. So we И must разрушить быстро тоже. abide in him. Поэтому нам нужно пребывать в Нем. Now there's another thing. Есть еще одна вещь. When someone close to you dies, Когда умирает кто-то близкий вам, even though they're dead and gone, their baggage is in the house. хотя этот человек умер, его поклажа осталась в доме. And if you look at the baggage, it'll stir up your feelings. И если вы будете смотреть на этот багаж, то это будет возбуждать ваши эмоции. Even though the old man has been killed, Если даже ветхий человек был убит, his baggage is in your brain. его багаж остался у вас в уме. When Christ is your focus, И когда Христос в центре вашего внимания, and Sean's had this experience, и Шон уже пережил это, Christ flows through him тогда Христос изливается через него. and locks the bags. И Just locks the bags. И он закрывает на ключ все эти сумки с багажом. And none of the old feelings come out. И прежние чувства не всплывают. But when he gets his focus on himself Но когда в центре его внимания не Христос, а он сам, or the things around him, или то, что происходит вокруг, a door closes тогда опять открывается дверь. and all of these old feelings И все begin вот to stir эти again. ветхие чувства начинают проплывать внутрь. When he had Adam's life in him, Когда внутри него была жизнь Адама, he could wear those old things, those old feelings. он мог одеваться, облекаться во все эти ветхие чувства. But now with Christ in him, Но теперь, когда внутри него Христос, it becomes very uncomfortable. это очень неудобно ходить и жить с ними. He's not comfortable feeling worthless И это неудобно чувствовать себя бесполезным, or defective или поврежденным, or rejected или отверженным, or lonely, или одиноким. because none of that's true about him. Потому что все это уже неправда. He's a child of God now. Теперь он чадо Бога. So, are these things Satan's stronghold Итак, вот это твердыня сатаны, to make me miserable, которую он использует, чтобы я чувствовал себя ничтожным. or God's stronghold to keep me near, or God's stronghold? Или это могут быть твердыни Бога, для того, которые удерживают нас рядом с Богом. Paul said this, Павел сказал следующее. "You've given me a new life. Ты дал мне новую жизнь. Now, if you would take away the baggage, Теперь, если ты заберешь багаж, I could serve you perfectly." я могу служить тебе совершенным образом. And God said, "No, you wouldn't. Бог говорит, да нет, это не так. If I took away the baggage Если я заберу багаж, and you closed the door to my life, и ты закроешь дверь для моей жизни, you would just start ministering in the power of the flesh, ты начнешь служить мне в силе плоти, and you wouldn't get miserable, и ты не будешь чувствовать себя при этом ничтожно. and you wouldn't invite me to be your word И ты не пригласишь меня, чтобы я был твоими словами, because you'd be so comfortable. потому что тебе это будет легко и удобно. So I've left those things in you, Поэтому я все это оставляю внутри тебя, so when you're not focused on me, чтобы в тот момент, когда ты не сосредоточен на you'll мне, get miserable ты чувствовал себя ничтожно, wearing the clothes that don't fit, как будто ты оделся в одежду, которая тебе слишком мала. and eventually you'll turn around И в конце концов ты обернешься and say, "Come and be my life," и скажешь: приди и будь моей жизнью, and you'll put Христос. those things off
И ты снимешь с себя ветхую одежду and put on me. и облечешься в меня. Paul said, you're a genius. И Павел тогда сказал: Господь, ты гений. Power is perfected in weakness. Сила твоя совершается в немощи. I'm going to boast in my weakness. Я буду хвалиться моими немощами. The more weakness you have, Чем больше у вас немощи, the more strength you can have. тем больше силы у вас может быть. When Sean's feeling insecure, Когда же он чувствует себя незащищенным, abandoned or worthless, бесполезным, брошенным, or unlovable, нелюбимым, it's a flashing red light это как мигающая красная лампочка, that is warning him, которая предупреждает его. Sean, Шон, you're closing the door. ты закрыл дверь. Christ isn't your focus anymore. Христос уже не в центре твоего внимания. Come back to him again, Вернись к Нему, or you'll be miserable. или будешь чувствовать себя ничтожным. So it's God's stronghold to keep him near. Поэтому это Божья твердыня, чтобы держать нас рядом с собой. And we rejoice in our weakness. И поэтому мы радуемся нашим немощам. I would rather be tempted and turn to Christ Я лучше бы находился под искушением и обращался ко Христу, than never be tempted чем жил без искушений and never turn to Christ. и никогда не обращался ко Христу. When you feel these things, it's an opportunity to turn to him. Когда вы ощущаете все эти вещи, это возможность повернуться ко Христу. Now, what would you think if I brought with me to this meeting И что бы вы сделали, если бы я привез на это собрание с собой my best friend моего лучшего друга, that I grew up with, с которым я вырос, who died 32 years ago, который умер 32 года назад? and I had him in a wheelchair? Я бы привез его на инвалидной коляске. And you said, what are you doing with him? Вы бы спросили: а что ты с ним делаешь? I say, well, if I need any help, I'm going to ask him. Я бы вам сказала, что если мне будет нужна его помощь, я обращусь к нему за помощью. And you'll think I'm crazy. И вы бы подумали, что я сумасшедший. And why haven't I had a burial? Почему мне его не похоронить? Because he really can't help me, Потому что он же не может мне помочь. and he really doesn't look good. И на самом деле он не так уж хорошо и выглядит. Now, here's one other thing that would help Sean. Вот еще одна вещь, которая помогла бы Шону. In my flesh dwells no good thing. В моей плоти не обитает ничего доброго. So there is in some way, Итак, в какой-то степени the negative things about his flesh все негативные вещи о его плоти, and the Adam life о жизни Адама, have some truth in it. они имеют долю истины в себе. And here's an easy way to not be moved by others. И вот как мы можем не находиться под влиянием других людей. If somebody says to me, I think you're stupid, Если кто-то говорит мне: я думаю, что ты глуп, they're trying to get me to react. человек пытается заставить меня отреагировать. And if I react, they'll control me. И если я отреагирую, то тогда этот человек может мною управлять. And when someone says, I think you're stupid, И если кто-то говорит, что ты глуп, I look at Christ я смотрю на Христа, and compared to him, и я сравниваю себя с Ним. am I stupid? И я спрашиваю: глуп ли я? Am I? Глуп ли я? No, I'm an idiot. Нет, я не глуп, я просто идиот. And people will say to me, you're stupid. А люди мне говорят, что я глуп. I go, it's not true. Это неправда. I'm an idiot. Я просто идиот. And then I'll have people say, you're not very holy. Когда мне человек говорит: ты не слишком свят, And I'll look at Jesus, я посмотрю на and I Иисуса look at me, и на себя. and I go, I'm a wicked sinner. Я скажу, что я нечестивый грешник. Well, you don't make good decisions. Когда человек говорит: ты нехорошие решения принимаешь. Never made a right one that I know of. Да я еще ни одного правильного не принял. Well, you cry too much. You're too emotional. Ты слишком много плачешь, ты слишком эмоционален. And he wept. И он, Jesus wept. Иисус плакал. Compared to him, Но по сравнению с Ним, I'm not too emotional. я не очень-то эмоционален. Yes, I cry all the time. Ну да, я плачу все время. See, if you own something, you can disown it. Видите, если вам что-то принадлежит, то вы можете сделать так, чтобы оно вам не принадлежало. I can't give you this pen Я могу дать вам эту ручку. by doing this. I can't.
I can't give this pen Я не могу вам дать эту ручку, если я просто своим взглядом, by doing this. вот таким образом, я не могу ее вам дать. I have to possess it Мне нужно иметь ее сначала, to dispossess it. для того, чтобы отдать ее I потом. have to own it Мне нужно, чтобы она принадлежала мне, to disown it. для того, чтобы она перестала мне In my принадлежать. flesh dwells no good В thing. моей плоти не обитает ничего доброго. That's why he crucified it. Вот почему она и распята. So when someone tells you you're wrong, Когда кто-то говорит вам, что вы не правы, never been right, тогда вы понимаете, что я никогда и не был прав, you've been abandoned. что вас бросили, предали, Who wouldn't abandon this flesh? а кто бы не предал такую плоть? Well, you're worthless. Если вам говорят, что вы бесполезны, Well, it means no good thing. так я знаю, что вам нет ничего доброго. You're not lovable. Если вас невозможно, вам говорят, невозможно любить вас, I don't know why God did love me and you don't, я говорю, я не знаю, почему Бог меня любит, а вы нет. but I don't blame you for not. Но я вас не виню в том, что вы меня не любите. All the things that He's not, Все, кем я не являюсь, God can be to Him. Бог может для меня быть этим. So we don't have to be depressed about our negatives. Итак, нам не нужно находиться в депрессии в отношении нашей негативности. God uses every bit in our life. Бог использует каждую каплю в нашей жизни. Now, in my discipleship session with Sean, И в нашей жизни ученичества с Шоном, this lasted for 2 hours, которое длилось 2 часа, I've learned a lot about Him. я очень многому научился о нем. I've seen places where God would want to work. I've seen places in His life that God would work, Я увидел области в его жизни, где Бог будет работать. and areas where I can disciple Him. Я увидел те области, в которых я мог бы вкладывать в него. And He's understanding the self that was crucified Он понимает, что его «я» было распято. and the self that's denied, Он понимает, что у него есть «я», от которого он the old отрекся. life and the baggage, И что есть ветхая жизнь как багаж. and the new creation that He's to love И есть новое творение, которое ему следует любить. as God rules over His personality. Когда Бог будет править над его индивидуальностью. And then we can move on to other topics. И тогда мы можем перейти к новым темам. It's very, very good in marriage to do this with both couples. Это очень хорошо, когда в браке можно сделать и то, и другое. And you can begin to understand your mate's personality И вы можете начать понимать индивидуальность вашего супруга and the development of their old life и развитие их жизни. and why some things you do really bothers them. И почему то, что вы делаете, на самом деле беспокоит их. Okay, we've gone 30 minutes over. Итак, мы уже превысили, на 30 минут дольше говорили. You've really been a good group today. И вы сегодня были замечательной группой. We've got, if you need to go, get up and go, but if there's a few questions, we can И если вам нужно идти, можете чувствовать себя свободно, что уйти. Но если есть вопросы, можете остаться, задать вопросы. talk about that if you have a couple. Если у вас есть вопросы, мы о них можем поговорить. One thing I needed to tell you too Вот что мне еще нужно вам сказать. is you can go to 2 places. Что вы можете обратиться к 2 местам. It's on, if you have a computer, www. Если у вас есть компьютер, это www.abidinglife.com. And 2 of my books in Russian are on there that you can download for free. И на этом сайте находятся 2 книги, которые я написала, они на русском языке, их можно бесплатно скачать с сайта. And we're going to get the 3rd book on there right away. И мы собираемся скоро поместить там на русском языке 3-ю книгу. And then there's another website. Затем есть еще один сайт, And it's called the same www. который начинается также www. Майк Уэлс download.com. And if you go to that site, И если вы пойдете на этот сайт, the complete conference in Russian is on that website то там вы сможете увидеть всю конференцию на русском языке. for free. И вы можете ее также бесплатно скачать And you can download that and listen to it. и послушать ее.
Because the whole conference is about 30-some hours, so Потому что вся конференция целиком, она около 30 часов. we don't have time to go through all that. И у нас нет времени, чтобы ее подробно разбирать. Okay. Ready? Готовы? All right. I'll see you tonight then. Тогда увидимся вечером.